Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. После вечерней пятничной речи Джерома Пауэлла биткоин ожидаемо показал высокую волатильность. На этот раз он выбрал поход вниз, и вы поглядите только вот на эту штуку. Более низкий объем ликвидации лонговых позиций на вчерашнем падении дает шанс на то, что это снижение было завершающим на этом локальном даунтренде. О чем я говорю? Вот об этом именно снижении. То есть мы сбрили лой, показали большой объем, снесли еще раз эти стопы, которые установили на этом локальном лое, и объемы стали немного ниже. То есть лонгов налипло не так много, и это является косвенным фактором того, что брить лонгистов дальше, по крайней мере в ближайшем будущем, пока не так выгодно, как, например, взлететь наверх и сбрить шортистов. К тому же, если посмотреть, увеличились ли у нас шортовые позиции по биткоину, да, они как раз таки на вчерашнем выступлении Джерома Пауэлла увеличились. Вот он, рост этот шортовых позиций. Дали немного сейчас подзаработать шортовикам, и они полетели еще дальше. То есть шортов стало открываться еще больше в надежде на то, что снижение пойдет и дальше. Что у нас по шортам на эфириуме? Даже сейчас невооруженным взглядом видно, как они резко подросли. Вот он, вчерашний день, и шорты взлетели наверх. А данный график по ликвидациям лонговых позиций показывает, что вероятность того, что брить лонгистов пока что перестанут, она увеличилась. К тому же посмотрим вот этот график. Это у нас метрика, которая показывает, как много продают у нас в убыток или в плюс. Видим, что в плюс вот здесь на локальной ситуации практически не продают, а продают в убыток. И убытки на последнем падении не увеличились. То есть в последнее время мало кто уже хочет продавать в минус. Да, немножечко сливают, но их все меньше и меньше. Хотя бы локально, но уже выдавили желающих продать в минус. Так сказать, трейдеров со слабой психикой, у кого легко отнять деньги. Ну и глядя на индекс страха и жадности, также увидели вчера провал, но индекс страха и жадности не то чтобы снизился не сильно, он вообще не снизился. Вчера была цифра 27, сегодня мы уже видим 28. То есть страха даже стало меньше, и он не экстремальный, он обычный. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами. Что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть два дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Давайте посмотрим новость по результатам выступления главы ФРС. И озаглавлена она как «Биткоин отреагировал на выступление главы ФРС падением ниже 21 тысячи». Ну, в принципе, это было ожидаемо еще до того, как этот дед выступил. На графике просматривалась вероятность снижения хотя бы еще одного. Что у нас здесь пишут? ФРС предпринимает решительные быстрые шаги для балансировки спроса с предложением и сохранения контроля за инфляционными ожиданиями. Такая политика потребует сохранения высоких ставок какое-то время. Чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем больше вероятность того, что она закрепится на повышенном уровне. Для снижения может потребоваться устойчивый период роста экономики ниже тренда. Это у нас слова Джерома Пауэлла, которые, судя по графику, рынок сначала воспринял как позитив, потом негатив, позитив, и в итоге все-таки выбрал негативную сторону и падение рынков. Также Пауэлл заявил, что успешная дезинфляция в начале 80-х потребовала длительного периода крайне ограничительной денежной
денежно-кредитной политики. Наша цель состоит в том, чтобы избежать такого исхода, действуя решительно сейчас. Размер повышения ставки в сентябре, то есть уже на следующем заседании ФРС, будет зависеть от данных, однако ослабление ценового давления в последних отчетах недостаточно, подчеркнул глава ФРС. Он также заявил, что на определенном этапе Центробанк замедлит темпы ужесточения монетарной политики. Как многие заметили, его выступление оказалось чуть более ястребиным, то есть более направленным на ужесточение, но в целом было относительно таким же, как он и выступал в июле. Поэтому падение рынков было, но оно стало не таким катастрофическим, как могло быть, потому что и так все ждали, что риторика его выступления будет примерно такой. Ну и если посмотреть на крипторынок в целом после его выступления, то вот, все на ваших глазах, в основном крипторынок в минусе, но цвета не такие ярко-красные, падение не более чем на 10% в основном. По объему торгов в топе, кроме биткоина, эфириума и стейблкоинов, наверх забралась 20-я криптовалюта рейтинга Ethereum Classic. Но, что неудивительно, в сентябре ожидается переход с Proof of Work на Proof of Stake обычного эфириума, и многие майнеры планируют переходить майнить Ethereum Classic. Поэтому он сейчас и имеет более повышенный объем. И, кстати, давайте посмотрим его график. Вот он у нас Ethereum Classic на дневном графике, и если вот так открутить все это, то даже после последнего его пампа, который был еще в 2021 году, я ожидал, что все это снижение будет четвертой волной, и пока что все это дело подтверждается. От пока что дна, который образовался на эфириуме классике еще примерно 16 июня, в том районе мы видим рост на повышенных объемах. И это все хорошо сочетается со структурой, то есть мы дошли как раз таки пика предполагаемой волны 1, который у нас предположительно был сформирован в феврале 2020 года, не пробили его и начали формировать отскок на повышенных объемах, что вполне может стать заходным импульсом первой волной вот этой глобальной пятой волны. Да, структура коррекции может затянуться, мы можем здесь и треугольники всякие пилить, и двойные зигзаги, но в любом случае пока я рассматриваю классический отскок. Ну и первые цели — это давно уже отмеченный предыдущий пик в районе 176, ну и более консервативные — это на закрытие свечей предыдущего пика в районе 130. Это если мы формируем волну 5. Также она может быть растянутой, это не значит, что мы здесь завершим, возможно и пробьем этот пик и полетим дальше, там уже надо будет смотреть по факту, как будет формироваться движение. Но здесь перспективы неплохие, даже если приблизить вот эту ситуацию, мы видим даже и по структуре, вполне вероятно здесь у нас, если разволновывать локальное движение, то 1-2, данное движение похоже на тройку, сейчас мы снижаемся в четверке, и потом будет еще пятерка в этой волне. Локально, да, мы идем вниз, но с большой вероятностью вот на этой скользящей средней 200-ке на дневке можем тормознуть, если вообще будем пробивать это дно, и формируем движение далее. Поэтому Ethereum Classic выглядит неплохо, здесь перспективные у данной монеты есть. Ну давайте глянем наш любимый биткоин, что у нас здесь изменилось. Так, 4 часа открываю, более локальную ситуацию. Ну и как ожидалось, снижение, вот оно произошло. И теперь есть вероятность того, что будем формировать отскок. Эту мы штуку удаляем, собрали стопы, которые и собирались собрать, давно уже его отмечал, вот этот уровень, собрали стопы, и причем объемы достаточно низкие, что опять-таки, напоминаю, говорит о том, что вполне вероятен отсюда разворот. Плюс мы здесь имеем уровень, вот он, белой линией отмечен. Что это за уровень? Это тот уровень, который нам не удалось пробить еще летом, то есть в начале лета. 3 раза мы его протестировали, были ложные пробои, отскоки. Сейчас снова приблизились к этому уровню. Это и круглая цифра в 20 тысяч долларов, и, кто забыл, это пик, сейчас покажу, пик предыдущего бычьего цикла, который у нас сформировался в декабре 2017 года. Сейчас мы возле него тусуемся. И поглядите, какие объемы возле этого уровня. То есть его вполне вероятно удерживают и могут удержать. Да, ложный пробой по-прежнему возможны, поэтому перелой я также не исключаю, но в приоритете вариант, конечно же, это без перелоя. Формируется волна 1, сейчас 2, и в планах дальше рост. Какая структура у меня в приоритете сейчас, так сказать, более локально. И если это была волна, ну давайте вот так вот разлиную, пока по классической схеме отмечу. Волна А, будет волна Б, и еще одна волна С, и затем уже можно будет с большей вероятностью искать разворот. Но так я вам могу сейчас показать. Вот этот импульс можно разволновывать по-разному. И даже есть вариант того, что АБЦ прошла вот здесь. И разворот здесь будет уже отскоком более серьезным. Поэтому, чтобы не упустить восходящее движение, да, я уже в рынке давно, на этих уровнях я подбирать не буду, у меня и так закуп есть, я если буду подбирать, то только после перелоя 17 тысяч, ну вот этого лоя начала 22
начала лета 22 года. Но если бы у меня не было биткоина, то я бы подбирал уже на отскоке вот после этого снижения. Пока здесь нисходящее движение, здесь по моей стратегии я бы не входил. Да, в общем, ситуация вот налицо. Могу только еще отметить вот этот уровень. Это та зона, куда будет стремиться волна B, если структура будет отрабатывать именно данный рисунок. Эта цель примерно на 22 500. Пока план по биткоину такой. Так, в комментариях просили еще эфириум. Ну давайте S&P посмотрим перед тем, как перейти на альты. S&P также все по красоте нам нарисовал. Хорошо, что пока не летим ниже. Нам бы вот этот пик не перебивать. И тогда пока структура будет правильной. Так, дневку врубаем. Смотрим, что у нас здесь. Здесь мы отлетели от 200-ки. Пришли в расчетную зону в рамках 4-й волны. И вполне вероятно вот об эту 50-ку можем удариться, встретиться с ней и уже какие-то более серьезные отскоки формировать. Но пока что локально, опять-таки говорю, на 4 часах у нас здесь нисходящее движение. Здесь ловить данное снижение не стоит. Здесь локально у нас даунтренд. Но все идет по плану, и если дальше также по плану пойдет, то после завершения этой коррекции нас ждет как минимум еще одна 5-я волна. Давайте эти рисунки удалю, оставлю вот эту зеленую разволновку. Ну так, с S&P 500 пока более-менее понятно, все идет по плану. Глянем далее. Альткоины, эфириум в комментариях к предыдущему ролику попросили, поэтому смотрим. В целом структура такая же, как и у биткоина. Данное движение можно разволновать как завершенный импульс, и сейчас коррекция к нему, после чего продолжим движение дальше. Цели будем рисовать 3-й волны после того, как сформируем дно 2-й волны, а дно 2-й волны у нас уже может начинать проявлять себя, так как мы пришли в расчетную зону. Ну и стоит сказать, что локально здесь также просматривается как импульс, а это значит, что существует такой вариант как 1, 2, точнее ABC, и уже потом только более серьезный разворот. Если волна А завершилась, то расчетная зона волны Б у нас на уровне 1750 примерно. И цешку потом еще рассчитаем. Пока приоритетный вариант движения по эфириуму у меня выглядит вот так. Дальше посмотрим несколько монет из комментариев. Так, OneInch просили в комментах под предыдущим роликом. Пока есть время, запишу. По OneInch у меня вот такая структура. Нарисована уже давно. Снижение. И мы достигли дна, так сказать, волны 5 в волне С, предполагаемого клина в волне С. И чтобы данная структура отработала, нам не нужно превышать, точнее снижаться ниже 0.312. Там же будут нарушаться кое-какие правила. Но мы пока даже еще не приблизились, поэтому можем еще так вот перелой сделать, но не ниже 0.312. Но и существует вероятность, что уже сейчас отскочили и завершили снижение. Плохо, что нет здесь объемов подтверждающих, но вот, кому интересно по OneInch, мое мнение, мы завершаем падение. И далее у нас ждет вполне вероятно хороший рост по данной монете. Еще один альткоин из комментариев. Bell. Впервые его смотрю, до этого не смотрел, не торговал. Выглядит данная история вот так. Сразу же бросается в глаза большое количество объемов внизу, после того, как мы даже снесли стопы, сформированные в 2020 году. Что это у нас такое? Очень похоже на вот такую историю. Был у нас сильный уровень, ложно пробили, резко выкупили, кому-то эта монета очень интересна, резко выкупили на больших объемах, причем движение, покажу, допустим, на 4 часах, очень похоже на завершенный импульс, как 1, 2, далее 3, 4, 5, там цели будем смотреть после того, как сформируем дно. Теперь вопрос, сформировали ли мы дно. Длится у нас вся эта история уже 487 баров, так, а если в днях, 82 дня, почти 3 месяца здесь колбасимся, но подходя вот к этому уровню, вот здесь формировали хорошую свечу на отскок, вот здесь отскочили на повышенных объемах, то есть вот этот уровень у нас интересен. Сейчас мы также приблизились к нему, локально здесь нисходящий тренд, да, можно спуститься пониже, но с большой вероятностью, если уйдем ниже вот этого уровня, то не намного. После того, как мы сформируем здесь, возможно, еще один отскок, на его откате вполне вероятно можно войти, хороший здесь будет вход, если он сформируется. И цели, первые цели здесь более скромные, это предыдущий пик, еще более консервативные, это закрытые тени предыдущего пика. Ну и тройку потом там рассчитаем, она у нас имеет цель повыше, если это будет, конечно же, 3-я волна. Также нужно будет подтверждение получить, косвенные факторы того, что мы будем в 3-й волне. Но пока все выглядит неплохо. Вообще неплохая цена, спускались до 0.2, сейчас на 0.6. Да, можно войти хоть сейчас и поставить стоп вот за этот лой, но достаточно далеко он находится, поэтому я бы, если бы рассматривал эту монету на вход, ожидал бы локального
заходного импульса, и на его откате уже входил и стоп за основание этого возможного импульса. Еще раз напомню про спонсора канала. Раздача 20 баксов, 20 USDT на бирже BitNX планируется примерно 30 числа, поэтому регистрируйтесь по ссылке в описании, получайте возможность бесплатно получить криптовалюту, получить уникальные условия на кэшбэк для торговли на этой бирже. Также подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. Всем удачной торговли, счастливо!